Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом видео я вам расскажу, почему я начал сам рисовать шрифты, как я отношусь к дизайну, что такое твой шрифтовый фетиш и почему я вообще стал записывать видео на тему создания шрифтов в FontLab. Для краткой справки расскажу, как я сам вообще пришел к созданию шрифтов, чтобы вы понимали, что шрифт создать может абсолютно любой, почти любой человек, который так или иначе немножко разбирается в компьютере. Зовут меня Александр, живу я в России, и шрифт — это не моя основная профессия, как я вам уже говорил. Вообще я работаю в сфере оптометрии и к дизайну вообще в целом не имею абсолютно никакого отношения. Начинал я, как и многие, с обычного коллекционирования шрифтов, набора каких-нибудь красивых картинок, работы в фотошопе. Просто вот такое обычное увлечение графическим дизайном на самом-самом бытовом домашнем уровне. Но периодически я натыкался на шрифты, которые в целом меня устраивают, они клевые, интересны, но у них, например, нету кириллицы. Или в них все хорошо, но какие-то некоторые символы настолько безобразно выглядят, что просто пропадает желание пользоваться таким шрифтом. Поэтому так или иначе это все меня привело к мысли о том, что было бы здорово научиться создавать свои шрифты, которые меня будут максимально полностью устраивать. Примерно 7 лет назад мне на различных старых книжных барахолках стали попадаться каталоги шрифтов, какие-нибудь вот такие издания, в которых просто показана советская типографика, какие-нибудь советские шрифты и может быть даже вот такие каталоги стали попадаться. В общем, это все стало меня интересовать с точки зрения красоты самой буквы. Я начал изучать уже каждый конкретный символ в таких каталогах и пробовал как-то рисовать это от руки, например, либо в графических программах. А с 2018 года примерно я уже начал потихоньку изучать программу FontLab, находил различные статьи, видео, переводил мануал FontLab на русский язык, чтобы понять, как это вообще все работает, сканировал старые вот эти каталоги и пробовал воспроизводить буквы уже непосредственно в программе FontLab, чтобы можно было их печатать, чтобы с ними можно было взаимодействовать. Но так как информации было достаточно мало, для того, чтобы она не пропадала и я ее лучше запоминал, я начал записывать видео, делал всякие стримы по созданию шрифта в программе FontLab, и потихоньку выпускал какие-то короткие ролики. И в свою очередь, несколько лет назад это вылилось в мой первый видеокурс, который вы, наверное, уже смотрели. И вот спустя 6 лет после того, как я начал вообще заниматься шрифтами, в 2023 году вышел мой первый шрифт Rare, который содержит в себе достаточно большой диапазон символов в плане ширины от самых узких до супер широких, потому что мне всегда хотелось сделать какой-то максимально универсальный шрифт, который будет полезен и который можно было использовать бы в разных ситуациях. И при этом это все еще будет один шрифт. Максимальная такая вот рабочая лошадка. И, собственно, с выходом этого шрифта и родилась моя шрифтовая студия под названием «Твой шрифтовый фетиш». Тогда этот шрифт поддерживал только кириллицу и латиницу, потому что я еще не затрагивал диапазон расширенной латиницы и кириллицы. А в 2025 году вышел шрифт Zasker, мой второй шрифт, который уже содержит в себе около 1500 знаков, поддерживает, наверное, больше 300 или, может быть, даже 400 языков. Там очень много символов расширенной кириллицы и латиницы, потому что это уже прям полноценное исследование. Когда я создавал этот шрифт, я изучал, как создаются все эти символы, все это конспектировал, потому что в будущем, когда я буду делать свои шрифты, я уже буду, отталкиваясь от тех наработок, которые я нашел при создании шрифта Zasker, я смогу это все дело переложить на новый шрифт, и мне не придется заново изучать огромное количество информации. Поэтому, если у вас будет какой-то затык, непонимание того, как правильно нарисовать тот или иной знак, в принципе, можете скачать мой шрифт, его версию для персонального использования, потому что она точно такая же, как коммерческая, и посмотреть, как это сделал я. Плюс еще сравнить с какими-то другими шрифтами, чтобы точно понимать, а вообще правильно ли я сделал конкретно. И после этого использовать те техники и те способы написания букв, которые использовал я, в своем шрифте. Название шрифтовой студии Your Font Fetish было придумано достаточно просто. Сначала я придумал аббревиатуру YFF, а уже потом стал думать, что бы она могла значить. Идея была достаточно простая. Мне просто нужно было, чтобы перед любым названием моего шрифта стояли одинаковые буковки, достаточно симпатичные и красивые. И когда пользователь открывал все шрифты, он видел, что все мои шрифты идут подряд,
И это, в принципе, единственная цель, для чего я придумал такую аббревиатуру. Но потом я уже начал думать, что это вообще могло бы значить. И методом перебора различных там вариаций слов, первое, что пришло на ум, разумеется, это слово «фонд». Это очевидно, я делаю шрифты, и поэтому фонд. Ну а дальше, используя игру слов food фетиш и там просто фетиш, я совместил это с фонд, и получилось фонд фетиш. Ну и чтобы это как-то еще и было с игреком, я просто написал твой шрифтовой фетиш. Вот и все. То есть никакого глобального смысла в этом на самом-то деле нет. Просто мне показалось, что это забавно и интересно звучит. Поэтому название моей шрифтовой студии одновременно не значит абсолютно ничего, потому что в этом нет никакого смысла. И в то же время несет, наоборот, какой-то достаточно глубокий смысл, потому что food фетиш, фонд фетиш, все дела, ну вы все прекрасно понимаете. В первом курсе мы с вами создали одно начертание, но сейчас очевидно, что ввиду популярности вариативных шрифтов это уже недостаточно для того, чтобы ваш шрифт воспринимался как полноценная гарнитура и вообще это как-то не очень солидно. Ну и плюс ко всему сам FontLab обзавелся какими-то новыми инструментами с момента предыдущего курса, которые желательно и прям вот настоятельно рекомендую использовать при создании шрифта, потому что это очень сильно ускоряет процесс работы. За основу мы по-прежнему с вами возьмем журнальную рубленную дизайнера Анатолия Щукина, который был сделан примерно в 40-х годах, но так как это у нас будет достаточно вольный ревайвал, мы не будем делать это один в один, но зато мы с вами добавим огромное количество начертаний, огромное количество символов, которые в те времена еще не существовали, имеется в виду символы расширенной латиницы, кириллицы, поэтому это будет прямо большая-большая работа, но и пользоваться вы им сможете потом абсолютно где угодно, потому что это будет ничуть не хуже, чем другие профессиональные дизайнеры делают. Моя любовь к этому шрифту появилась на самом деле очень давно, еще с самого детства. У меня был вот такой карманный атлас СССР, в котором этот шрифт использовался на обложке, и плюс в различных разделительных страницах он тоже использовался, поэтому с детства я любил рассматривать все эти яркие интересные картинки и, разумеется, изучал все эти буквы, которым набраны названия городов. Ну и в целом этот шрифт использовался достаточно много где, в различных больших атласах, в каких-то энциклопедиях, книжках, журналах и так далее. Этот шрифт очень часто появлялся, поэтому с ним знакомы, я думаю, вот прям вот почти все так или иначе его видели и легко его узнают на фоне любых других шрифтов. Но для того, чтобы нам было легче создавать свой шрифт, мы обратимся к корням. Мы посмотрим на сканы шрифтов, которые так или иначе связаны с журнальной рубленой, там та же самая Futura, Airbar Grotesque, 20 век, Leak Spartan и так далее, которые я также приложу к этому курсу. В общем, какие-то недостающие моменты мы будем брать из сканов других шрифтов, потому что они так или иначе все в совокупности немного связаны. Поэтому, как видите, шрифты хоть и разные, но они достаточно схожи. И мелкие детали в каждом из конкретных шрифтов делают каждую такую гарнитуру уникальной. Тут вы уже сами для себя решите, какие стилистические ходы брать из каждого конкретного шрифта. У меня уже был короткий вебинар на тему создания вариативного шрифта, в котором я на основе шрифта Fargo показывал, как создать собственно, вариативный шрифт. Когда-нибудь я его доведу до ума и выпущу. Ну а для вас этот вебинар будет в целом полезен, если вы хотите быстренько так войти в мир создания вариативных шрифтов, но не сильно загружаться. Поэтому в целом тоже рекомендую к просмотру. На этом, я думаю, наше с вами знакомство можно завершить и перейти уже к изучению непосредственно шрифтов. Поэтому в следующем уроке мы с вами разберем, какие статьи лучше почитать, какие видео посмотреть, какие книги желательно приобрести, чтобы еще глубже и больше погрузиться в шрифтовой дизайн. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.